Привет, друзья! Рад видеть вас снова на нашем канале. Сегодня поговорим о боли в суставах, проблеме, которая затрагивает миллионы людей по всему миру, независимо от возраста и образа жизни. Многие просыпаются с ощущением скованности, с болью в коленях, пальцах или спине. Это чувство может появиться внезапно или накапливаться годами. Это не только возраст, за этим стоит нечто большее. Даже молодые люди сталкиваются с этой проблемой. Представьте свои суставы как дверные петли, которые должны работать плавно и без скрипа. Когда они чистые и смазанные, движение дается легко, и вы почти не замечаете их работы. Но со временем хрящи изнашиваются, начинается воспаление и накапливаются вредные отложения. Это естественный процесс, но его можно замедлить. Это вызывает трение, скованность и боль, усложняя выполнение повседневных задач, таких как завязывание шнурков или поднятие сумки. Дело не только в износе. Врачи все чаще говорят о других причинах. Скрытый виновник – это накопление токсинов и солей в наших суставах, которые мешают их нормальной работе. Они действуют как песок в механизме, вызывая хроническое воспаление и ускоряя разрушение хрящей. Это приводит к постоянному дискомфорту. Это внутреннее загрязнение объясняет, почему боль в суставах часто со временем усиливается и становится все более заметной. Настоящее решение – не только обезболивающее, а очищение организма изнутри, чтобы устранить причину, а не только симптомы. Удаляя эти вредные отложения, мы можем уменьшить воспаление и восстановить подвижность, возвращая радость движения. Такой подход позволяет вам взять под контроль здоровье своих суставов и жить активной жизнью. В следующих разделах мы рассмотрим простой, древний метод, который поможет вам сделать это, используя обычный кухонный продукт, доступный каждому. Давайте узнаем, как вы можете начать бороться с первопричиной боли в суставах и вернуть себе свободу движений. Облегчение возможно, и оно начинается с понимания того, что на самом деле происходит внутри вашего тела. Готовы узнать больше? Продолжим вместе. Мы часто недооцениваем, как наш ежедневный выбор продуктов влияет на суставы. Пища, которую вы едите, может либо подпитывать воспаление, либо бороться с ним. Кислые, обработанные продукты способствуют хроническому воспалению, которое распространяется по кровотоку и оседает в суставах. Со временем это приводит к боли, отеку и скованности. Современные диеты, полные обработанных продуктов и сахара, создают метаболические отходы, которые откладываются в суставах в виде острых, раздражающих кристаллов. Первый шаг к здоровым суставам – это осознанное отношение к тому, что вы едите. Еда может быть лекарством или ядом, небольшие изменения имеют большое значение. Изменив свой рацион, вы сможете перейти от хронического воспаления к исцелению. Это основа древнего тибетского подхода, который мы собираемся изучить. Давайте посмотрим, каких продуктов следует избегать для здоровья суставов. Теперь давайте конкретно поговорим о том, чего следует избегать. Обработанные сахара и рафинированные углеводы, такие как газировка, выпечка и белый хлеб, вызывают воспаление в суставах. Вредные жиры из жареной и обработанной пищи засоряют вашу систему и усиливают боль. Избыток соли, скрытый во многих упакованных продуктах, приводит к отекам и накоплению кристаллов соли в суставах. Даже некоторые посленовые овощи, такие как помидоры и картофель, могут вызывать боль у чувствительных людей. Сосредоточьтесь на цельных, необработанных продуктах, чтобы успокоить воспаление. Сокращение этих виновников – огромный шаг к облегчению боли в суставах. Теперь давайте откроем для себя тибетский метод очищения суставов. Древние тибетские монахи разработали простой и эффективный способ очищения организма и облегчения боли в суставах. Их секрет – рис, приготовленный особым образом. Замачивая и промывая рис в течение нескольких дней, он превращается в естественный абсорбент. При употреблении натощак этот рис действует как губка, поглощая токсины и соли из вашего тела. Это не быстрое решение, а глубокое системное очищение, направленное на корень боли в суставах. Думайте об этом как о весенней уборке для вашего тела, позволяющей начаться естественному исцелению. Этот метод является свидетельством силы древней мудрости и природы. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Вот как работает тибетское очищение рисом. Замочите несколько столовых ложек сырого риса в воде в стеклянной банке. Каждый день промывайте рис и начинайте новую банку.
Через несколько дней рис становится пористым и действует как структурированный сорбент. Съешьте небольшую порцию этого приготовленного, замоченного риса натощак. Рис связывает токсины и соли в вашем кишечнике, помогая вывести их из организма. Этот процесс очищает ваш кишечник, уменьшает воспаление и выводит вредные отложения из суставов. Обильное питье воды во время очищения помогает вывести эти токсины. Это простой, естественный способ поддержать исцеление вашего тела. Далее, давайте рассмотрим практические шаги, чтобы начать свое собственное очищение. Облегчение ближе, чем вы думаете. Готовы попробовать очищение? Это несложно, и вы можете начать прямо у себя дома, используя простые ингредиенты. Вот как начать недельный вводный цикл. Для этого вам понадобится 7 стеклянных банок, длиннозерный белый рис и чистая вода. Все легко найти на любой кухне. В первый день промойте 2 столовые ложки риса, залейте водой и обязательно подпишите банку датой, чтобы не запутаться. Каждое утро начинайте новую банку, добавляя свежий рис и воду, чтобы поддерживать процесс. И не забывайте промывать все предыдущие банки, чтобы рис оставался свежим, и процесс шел правильно. К 7-му дню у вас будет 7 банок на разных стадиях замачивания, каждая из которых готовится к своему моменту. На 7-й день приготовьте и съешьте рис из первой банки натощак, без соли, сахара или масла, чтобы очистить организм максимально эффективно. После этого подождите не менее 3 часов, прежде чем есть или пить что-либо еще. Замените использованную банку новой, чтобы цикл не прерывался. Поддерживайте 7 банок в ротации, повторяя этот процесс ежедневно, так вы создадите непрерывный цикл очищения. Уже через неделю многие замечают уменьшение скованности и боли, а также общее улучшение самочувствия. Полное очищение может длиться до 40 дней, если вы захотите продолжить и закрепить результат. Но даже первая неделя часто приносит реальное облегчение и заметные перемены в состоянии суставов. Эта простая процедура может стать вашим первым шагом к долгосрочному здоровью суставов и улучшению качества жизни. Теперь давайте послушаем людей, которые уже попробовали этот метод и готовы поделиться своими результатами. Реальные истории показывают силу этого метода. Елена, 62 года, страдала артритом и не могла вязать. После недели очищения ее утренняя скованность уменьшилась. К концу 40 дней отек исчез, и она вернулась к своему любимому хобби. Михаил, бывший строитель, страдал от хронической боли в коленях. Через 10 дней очищения он заметил уменьшение боли и более легкие движения. Это не единичные случаи. Многие сообщают о меньшей скованности, лучшем пищеварении, более чистой коже и большей энергии. Очищение очищает всю систему, а не только суставы. Вам не нужны дорогие процедуры. Иногда древняя мудрость – это ответ. Простые, естественные решения могут принести реальное облегчение. Теперь поговорим о привычках, чтобы ваши суставы оставались здоровыми на всю жизнь. Ваше путешествие не заканчивается очищением. Давайте сделаем эти результаты долгосрочными. После очищения поддерживайте свои результаты с помощью нескольких ключевых привычек. Эти простые действия помогут сохранить здоровье суставов на долгие годы и предотвратить возвращение дискомфорта. Ешьте осознанно, ограничьте сахар, обработанные продукты и избыток соли. Старайтесь выбирать натуральные ингредиенты и готовить блюда дома, чтобы контролировать состав пищи. Наполняйте свою тарелку фруктами, овощами, полезными жирами и нежирными белками. Двигайтесь ежедневно, даже если это просто прогулка или легкая зарядка утром. Нежные занятия, такие как ходьба, плавание или растяжка, поддерживают смазку и прочность суставов. Регулярная активность помогает сохранить гибкость и уменьшить скованность. Пейте достаточно воды, хрящам нужна вода для амортизации суставов. Недостаток жидкости может привести к ухудшению подвижности. Пейте воду в течение дня, а не только когда испытываете жажду. Управляйте стрессом, ведь хронический стресс усиливает воспаление и может усугубить боль в суставах. Попробуйте медитацию, глубокое дыхание или любимые хобби. Даже несколько минут расслабления ежедневно способны улучшить ваше самочувствие. Эти 4 привычки – правильное питание, движение, гидратация и управление стрессом – защищают ваши суставы в долгосрочной перспективе. Они формируют прочную основу для активной жизни. Думайте о них как о ежедневном уходе за своим телом.
Маленькие шаги каждый день складываются в большие перемены. Постоянство – ключ к долгосрочному облегчению. Не сдавайтесь, даже если прогресс кажется медленным. Ваши суставы будут благодарны вам за эти простые изменения. Вы почувствуете легкость и свободу движений. Вы перезагрузили свою систему. Теперь поддерживайте ее бесперебойную работу, чтобы радоваться каждому дню. Завершим напоминанием: ваше здоровье в ваших руках. Только вы можете сделать выбор в пользу заботы о себе. Возьмите ответственность на себя и наслаждайтесь жизнью без боли. Пусть каждый день будет шагом к лучшему самочувствию. Мы исследовали причины боли в суставах и открыли мощное древнее решение. Тибетское рисовое очищение – это больше, чем средство. Это приверженность вашему собственному благополучию. Действуя, вы становитесь активным участником своего исцеления. Малые последовательные шаги могут привести к глубоким изменениям. Представьте, что вы просыпаетесь с меньшей болью и большей свободой. Относитесь к своему телу с заботой и уважением. Это ваше самое ценное достояние. Путь к суставам без боли состоит из ежедневных выборов. Ваше здоровье действительно в ваших руках. Сделайте первый шаг сегодня. Облегчение возможно. Тибетский способ – это не просто травы. Это мудрость веков, проверенная временем. Он очищает, снимает воспаление и возвращает энергию, без химии, без таблеток. Но помните, никакой рецепт не сработает, если вы не задумаетесь о себе. Забота о теле – это забота о душе. Если видео было полезным, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Напишите в комментариях, что вы уже пробовали из тибетской медицины. Подпишитесь, если хотите узнавать еще больше натуральных рецептов для здоровья. До скорой встречи. Берегите себя.